Всем привет! У нас сегодня необычный обзор. Изначально он задумывался как обзор на второй канал. Дело в том, что появилась идея снимать POV обзоры в автомобилях без пиздежа, как я это называю. Просто тачка, дорога, скорость, замеры 100, 200, 0, 100 и так далее. Первая тачка я уже снял, это Mercedes 129, он уже на втором канале, посмотрите, и судя по отзывам и лайкам, вам понравилось. Кто про второй канал не знает, переходите, ссылка будет в описании. А вторым автомобилем после этого Mercedes идея почему-то сразу возникла снять тринашку, именно поэтому этот обзор вы смотрите на основном канале. Вообще такие POV обзоры я планирую выкладывать на второй, потому что там будет больше про автомобили, меньше про автозвук. Ну, что-нибудь вроде этого. Я думаю, будет интересно. Но сегодня мы послушаем музыку. Из первых глаз стрелка направо горит. Мы никуда не поедем, пока все никуда не поедут. Тринашка сейчас помыта, начищена, чуть-чуть приведена в чувство. Стоит у Леши на Ceramic Technology. Ссылочку тоже на него оставлю в описании, кому тачку надо сделать. Один из комментов, кстати, в прошлом видео понравился. Говорят, так вот, как ты видишь свой живот. Да, вижу вот так свой живот, и пока, видите, ничего криминального. То есть, все остальное видно. Как говорится, там есть несколько стадий. Вначале не видно, как стоит, потом не видно, как висит, а потом не видно, кто... Давайте еще разок стартанем и послушаем музычку в Мерседесе. Может, просто для сравнения. Вот у меня тут есть хороший тречок для вас. Обзор тринахи, да, открыли, посмотрите, а тут опять Мерседес. Ну уж извините, ребята. Сейчас ланчанем. С включенным кондиционером, обратите внимание. Всем привет, снова тринашка, 7 лет прошло, как ее создали, 2020 год сейчас, в 2013 ее купили. Сейчас мы на ней прокатимся, послушаем музыку, постараюсь записать звук, сразу предупреждаю, что может быть пердеж, но большинство из вас здесь как раз ради этого самого пердежа. Сразу надо отметить, какая она красивая, восстановленная. Спасибо Лешику из Ceramic Technology. Лешик! Спасибо, Леша из Ceramic Technology. У тебя не видно, тут угол широкий сейчас. Давайте посмотрим, что же изменилось. На самом деле не изменилось, ну практически ничего. Небольшой, так сказать, даже не рестайлинг, а просто навели марафет. У нас стоят все те же Loud Sound F13 динамики, привезенные в 2013 году под собственным брендом. До сих пор живые, хотя уже выглядят не очень. Пацаны вот предлагали в черный их покрасить. Я думаю, мы осенью будем делать капиталку автомобиля и уже что-нибудь кардинально поменяем их или, может, перекрасим. Но не хотелось бы их убирать. Очень крутые динамики. BNC DE35 или T34, я забыл. Правда, сколько времени прошло. Если честно, я забыл, что мы поставили. По-моему, это BNC оригинальные DE35, но могут быть и T34. Полный состав системы будет в описании, но я сейчас пробегусь по компонентам. У нас все те же 4-дюймовые стоят DEFBONS DB415, 4 штуки. И усиливают их 4 усилителя по 7,8 киловатта. Апокалипс 7800. Фальшпанель сейчас не установлена, она сейчас на покраске, тоже взбодрить ее надо бы, но так даже лучше. Мы видим здесь литий, все тот же, 700 ампер-часов. Он качует то из тринашки в стенд КЗ-13 наш для теста усилителей, то обратно. И тоже до сих пор живет. Балансиры никакие у нас не помогают, не спасают. Поэтому в этом году просто подкинули 4 вольтметра на каждую банку, чтобы видеть, нет ли перезаряда. Ну, сейчас это еще не оформлено до конца. Тут стекло Кузя обещал сделать. Да, ее в этом году переделал Кузя и Артем. Артем отвечал за кузовной ремонт.
Тут подварили, покрасили, усилили чуть-чуть. Рамку на двери там приварили, потому что она уже прям сильно уставшая была. Вот. Ну а Кузя перебросил все провода, поменял межблочники, поставил новые, акустику всю заново протянул, все перекоммутировал. В общем, в чувство автомобиль привели. За фронт отвечают 4 усилителя 2/800 Апокалипс. Каждый работает, если не ошибаюсь, в 2 Ома, на каждые 6 штук динамиков. На Твиттере у нас секретный усилитель, и никто не знает какой, мы никогда не говорили какой. Его туда поставили временно, и он там остался. Это изначально был автомобиль, как бы Демокар Альфард, можно так сказать, DevBonds. Апокалипс. Но усилитель скрытый, я сейчас открою секрет, это Pride 4200, по-моему, назывался, или 4150. D-класс, 4-канальник, мощный, вот он стоит на Твиттер и отлично работает пока. И очень хорошая фильтрация у него, надо отметить. Когда на Мафане у нас 8 кГц срез, если здесь добавлять срез, он еще немножко подрезает. То есть тут честный срез по HPF на 8 кГц. Сиденья те же остались, не марафетили, их более-менее живые. Единственное, что механизмы чуть устали. Но вроде бы как на русской машине так и должно быть. Вот сзади место для пассажиров. Ну, для очень каких-нибудь маленьких, и которых вы не очень сильно уважаете, если вы захотите их сюда посадить. И получат сидушкой. Процессор остался тот же JL Audio Twig 88. Отличный проц, очень крутой по настройке и вот живучий. Там говорили люди, что он выходит из строя по морозу, холоду. Нет, все работает отлично. Сабы не реконили еще, все подвижки родные, очень уставшие уже. Уже по факту вата такая, из-за этого и давки особо нет, здесь максимум 157-158 дБ. Сейчас, скорее всего, больше не выжмешь. Ну, мы не замеряли на датчик, но по ощущениям ничего сумасшедшего нет. Но мне, если честно, и не надо. Она сейчас больше используется, как вот поехать покататься. Для демок уже очень сложно использовать, слишком много народа хочет послушать. И вот каждый выезд ее на публику, ну просто вот в рот вот эту дверь. Ее в этот раз усиливали, переваривали, подкладывали. Тут у нас 4 петли, но это не спасает. Она после каждых выездов валяется на коробе, трет по кузову. Но сейчас вот сделали, она закрывается отлично. Последние выезды ее уже просто надо было с разгона забивать сюда, чтобы она закрылась, потому что она очень сильно провисла. Ну, за каждый выезд там по 150, по 200 человек сидит. Я, если честно, не помню. Но всего в этом автомобиле, не знаю, за 1000 точно человек уже послушала музыку, а может и пара тысяч. Под капот давайте заглянем и уже поедем прокатимся. Многим не терпится. Это, наверное, первый раз так. Обычно мы сидим в машине, там снимаем что-нибудь, рассказываем, кто-то кого-то снимает. Сегодня я повешу на голову камеру и прокатитесь вместе со мной, глядя моими глазами. А вот это будет сложно. Да ёб же твою. Мотор, надо отметить, больше 100 тысяч машина прошла уже точно. Сколько точно, мы не знаем. Спидометр где-то там на 90 то переставал работать, то начинал работать. Ну, можно утверждать смело, что больше сотки машина точно прошла. Аккумулятор все тот же Хавкер 400, и держит он заряд уже не очень. То есть оставляли его на пару дней, идет в разряд, но ниже 12,5 не опускается. Но для АГМ, и тем более для такого, это не очень хорошо. Он 13 должен держать хотя бы. По мотору, ну, тут BMW, всякие Audi позавидуют Ваге, потому что вот после сотки есть какие-то вот запотевания, скорее всего, от того, что доливали масло. И особо мотор никаких проблем пока не имел. Ну, меняли сцепление и, ну, не знаю, по-моему, больше ничего не делали особо, может, какие-то там. Вот с предохранителями была постоянно головомойка, их заливает водой, и это реально геморрой. Его там уже и силиконили, что только с ним не делали, но заливает, замыкает, и надо вот этот блок менять, я не знаю, сколько раз его уже меняли. В общем, тут практически без изменений. Вот тоже говорит о том, как люди делали изначально. Начинал это делать Артем, переделывал потом Кузя, и в принципе сделано все настолько стабильно, что машина ни от времени, ни от нагрузок, ни от температур не устает.
отъебнул один усилитель. Это норма. Так бывает. Кстати, первый раз отъебнул. Вот она, защита. Не знаю почему, будем разбираться. Межблоки уже скидывал, не в них дело, не в сигнале. Что-то с ним не то. И сабвуфер, вот я сразу увидел, что что-то не так. Сабвуфер находится постоянно в движении. Что-то там сейчас происходит в усилителе и может, если честно, что-то отъебнуть, поэтому давайте не будем дрочить судьбу, починим и продолжим. Вообще, знаете, что хуй с ним? Сейчас повезем ее чинить, а пока поедем, послушаем музыку. Потому что что, ехать в тишине на тренажке не кайф. Да и что-нибудь интересное может произойти, мало ли, фейерверк какой. Конечно, на 3 сабах слушать не кайф, но что делать, послушаем на 3. About my bitch feeling so fuck a nigga with an attitude. Rocks in my belt. I got your. Ну вот, я думал защита, а это Кузя, а? Алло. В зеркало вообще ничего не видно, а? Короче, что-то пошло не по плану, да? Но обзор вроде получился, вроде валит даже на 3 сабах. Как всегда. Но у нее просто... Ну я не знаю, что записывать там лучше. Я что на камеру записывал, вроде там флексит, ебу. Стекло вываливается. Нормально, 157 есть. Все, ничего не так оставляю. Еще и красиво лампочки моргают сзади. Ты сейчас сейчас будет короткое замыкание. Шестигранник туда, Ну да, у нас, короче, 7800 умер. Один, да? Пока. Ну почему, непонятно до конца, да? Но вроде бы как там влага. Потому что вроде бы как уплотнительную резинку Кузя не поставил. Вроде бы как сказал, что фальш повез перекрашивать, да? И вроде бы как я об этом знал. И вроде бы как Кузя тоже об этом знал. И вроде бы как Тёма ее повез на детейлинг. И тоже об этом знал. А на детейлинге, когда пацаны мыли, ну с них вообще спроса нет, в принципе. Тут не видно, да? Их-то дело маленькое, керхером залить и все. Ну вот из 4 усилителей один. Ну а где он, покажи. И вот он. Ну тут не так страшно, да? Выходные. Пару ножек всего.
тройку, четверку. Тут можно. Да же камера. Не так уж и страшно. Тынц, 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 тынц. Слушай, ну ему время уже пришло. Что-то они уже, смотри, ржавые просто. Они просто заржавели уже. Уси уже тоже постояли, посырели, и повидали, и поработали на жаре, на солнце. Нормально так повыхватывали. Знаете, как говорят, что не делается, то к лучшему. Он так не отъебнул бы, когда не надо было. А так отъебнул. Ну, в принципе, он и отъебнул, когда не надо было, и обзор хотел снять. Ну, в принципе, я его и снял. Чуть-чуть, может, там покатушек больше. Покатушки мы потом просто сделаем больше покатушек, и все, да? А так вот вам, Тренаха 2020, короче. Чуть-чуть уставшая. Ну, все еще в строю. Сейчас подкинуть только 4 уся и все. Короче, давайте теперь возьмем за правило, если уплотнительной резинки нет, говорить об этом. Хорошо. А пацанам я скажу, не мыть машину, если они заметили, что где-то нет резинки. Ну, хотя у нас сколько раз блок заливало это, предохранителей под капотом. Я сбился со счета. Да, и как-то всем насрать. Ладно, тренажки будет скоро больше. Не забывайте лайки, не забывайте делиться, писать комментарии. И ты себя снимаешь? Говори всем, покажите громко. Всем покажите громко. А нахрена ты палку эту взял? Подписывайтесь на Кузю. А какой у тебя YouTube канал? У меня тебя- Safe and Sound. У тебя что, есть YouTube канал? Да. А? Да. Ну, Я там приколоться хотел, что у него нет канала, а у него есть. Сколько подписчиков? Нет, 0. 0? Или А? 1. А ну-ка Кузю поддержите. Ну канал так себе, да? Там, А наверное, даже ничего нет. оформления Там даже ничего нет. нету, да. Тогда не подписывайтесь Ну, на Кузю пока.